Здравствуйте, друзья! Вы на канале Алга Петербург. В эфире Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И мы рады приветствовать вас на нашей пятничной беседе, где мы будем обсуждать очень интересные новости. Начнем с главного события в жизни всеми любимого артиста Димаша Кудайбергена. 1 июля в онлайн-формате прошла торжественная церемония вручения дипломов в Казахском национальном университете искусств в Нур-Султане, Казнуи. Димаш получил диплом с отличием по специальности композиция, поэтому мы все дружно поздравляем народного артиста мира теперь еще и с этим статусом. Саша, у меня к тебе вопрос сразу, потому что я когда увидел эту новость, я не понял, что такое композиция, что за специальность такая. Я знаю специальность менеджмент, я знаю специальность токарь, я знаю специальность пекарь. Но это, кстати, я не знаю, есть ли магистерские степени по этим специальностям, но что за такая особая специальность? Я не берусь быть экспертом в этом вопросе, попробую предположить, что это, наверное, очень близко к композиторству. Но не буду углубляться, пусть наши друзья напишут нам в комментариях более подробно, потому что, я думаю, многим будет интересно узнать поподробнее об этой специальности. Мне вообще, знаешь, еще показалось, что я сейчас подумал о том, что степень магистерская, она дает не только специальность. Поэтому то, что специальность композиция, это не основное преимущество, которое получает магистр. Магистр еще получает особый навык быстро осваивать любую информацию и выбирать из нее только то, что самое нужное. Это представь, что ты ехал сначала на обычной машине, а потом пересел в машину с коробкой автомат. И у тебя уже на автоматическом режиме ты можешь спокойно ехать. Или, например, если у тебя компьютер Pentium, да? Или какие сейчас, я даже не знаю. Если у тебя компьютер, и ты в него установил дополнительную планку оперативной памяти, он у тебя становится намного быстрее. А меня в этой ситуации, Вань, поражает, что человеку 26 лет, он стал магистром, но за его плечами уже колоссальный опыт, большое количество концертов сольных, уже сольный диск выпущен, и это, конечно, поражает. Как человек чувствует себя, будучи еще вроде и студентом, но с другой стороны уже полностью состоявшимся человеком в этом большом мире. Потому что я вспоминаю свои студенческие годы. После студенчества я сразу женился, и первый концерт мне закатила жена, сольный. И альбом я тоже помню свой первый, который ребенку купил. Но это какие-то, мне кажется, другие ощущения. Слушай, у меня сразу у меня такое чувство контраста, да? Потому что если посмотреть на нашу эстраду, то там люди, которые хоть чего-то достигают, они считают, что им уже дальше учиться не обязательно. И я даже знаю многих музыкантов, ладно, не многих. Я одного точно видел музыканта, который занимается музыкой и даже не знает, получается, базовые 7 нот. Да, печально. Это, видимо, потому, что у него не было хороших учителей, потому что Димаш во время онлайн-трансляции в первую очередь выразил слова благодарности всем педагогам, учителям, которые столько сил и труда вложили в воспитанников своего вуза, и в частности поблагодарил также и ректора университета Айман Кажибековну. Айман Кажибековна – это первая скрипка Казахстана. Я не знаю, как в мире, но я думаю, что в мире ее тоже знают очень хорошо. Абсолютно поэтому верно. Очень хороший учитель. Я думаю, что... У нас, кстати, о ней есть передача, Вань. Мы можем поставить ссылку, и все желающие могут с удовольствием посмотреть. Стой, а она разве была не на Эхо Петербурга? Нет, я видел ее вроде на нашем канале. Ну ладно. Ну это хорошо, друзья, поэтому вы можете посмотреть. Кстати, еще про вручение дипломов. Интересно, что в этом году все выпускники получают дипломы онлайн. Большинство получают онлайн. Ну, кстати, я знаю, что в России все-таки приходили и получали дипломы, но по одному. То есть не онлайн, а ты приходил все равно в учебное заведение и получал. И мог сказать спасибо с глазу на глаз учителю, который тебя терпел столько лет. А потом все по одному также выходили, вместе собирались и уже шли какое-то торжественное мероприятие. Да, на алые паруса.
Следующая новость. В Китае завершился Sina Entertainment Festival. Это крупное мероприятие, было нацелено на выявление лидеров в развлекательной сфере за период первой половины 2020 года. И в категории «Самый популярный зарубежный артист» победил Димаш Кудайберген. Поэтому я считаю, это очень большое достижение, несмотря на то, что в Китае Димаша любят и знают, но то, что он стал номер один именно в развлекательной сфере, это своего рода, опять-таки, статус, который позволит еще больше мероприятий и участия Димаша соответственно, в этих мероприятиях. Я знаю что, я провел небольшое исследование. Дело в том, что компания, которая у нас была спортивная, вот, которая недавно совсем прекратила свое существование, она сотрудничала с несколькими поставщиками из Китая. И я вот у этих друзей китайцев спросил, знают ли они, кто у них стал самым популярным зарубежным артистом. И ты представляешь, из всех, кого я спросил, никто не знает Димаша. И они вот единственное, что смогли сказать, это хотите заказать стекла защитные для телефона. Один еще сказал электросамокат. Вот. Я не понимаю, это что, какие-то неправильные китайцы? Слушай, вот это, конечно, вопрос интересный. Я понял. Я им неправильно сказал. Я им сказал Димаш, а надо было Димаси. Ясно. Да, кстати, по-китайски, да, и тебя бы сразу поняли. Вань, я думаю, что также на это могло повлиять то, что уже 90 дней прошло с момента закрытия международного канала «Эхо Питера». Получается, они не смотрят новости о Димаше. Абсолютно верно, они их недополучают. И, как вы знаете уже, друзья, действительно прошло 90 дней с момента блокировки двух каналов «Эхо Петербурга», «Эхо Питера». Вот. Как вы помните, это произошло благодаря администрации двух YouTube-каналов. Это администрации Евразийского фан-клуба и администрации канала Люсии Синатры. Саша, тут надо сказать, что они закрылись, потому что за 90 дней администрация этих двух великолепных каналов так и не удосужилась убрать. Не нашли время отозвать страйки. Очень заняты. Очень много работы. Ну ничего, пускай работает. Молодцы. Да, у нас и я вижу тогда просто катастрофическую необходимость открыть международный канал, который бы был доступен всем иностранцам, и они могли бы комфортно на английском языке получать новости, что называется, из первых рук. Да, все правильно. Но мы об этом поговорим, наверное, сделаем отдельный стрим, где ответим на все вопросы, потому что все-таки мы обещали рассказать о судьбе этих двух великолепных каналов. Я теперь великолепных говорю про наши «Эхо Петербурга» и «Эхо Питера». В первый раз это был художественный прием, шутка. Вот. Поэтому, что называется, ждите, не пропустите. У тебя, Вань, была новость из Китая, а я хочу порадовать тебя новостью из Японии. Дело в том, что в Инстаграм странице японского фан-клуба увидел новость о том, что композиция «Screaming» прозвучала на японском радио. Это очень прекрасная новость. Плюс, наверняка многие видели мою передачу о том, как японский продюсер очень много лестных слов сказал о сотрудничестве с Димашем Кудайбергеном и о том, как Япония после токийского джазового фестиваля просто на расхват хочет заполучить Димаша в свои эфиры. Ну, правильно, японцы вообще молодцы. Вот у них Олимпиаду не получилось провести с Димашем, но они все равно то на радио поставят, то еще что. Так что японцы в этом плане красавчики вообще. Вот. А я хочу сказать, раз ты про японцев вспомнил, я хочу вспомнить про итальянского певца Фабио, потому что на нашем канале еще вышел репортаж с ним. Друзья, кто не видел, посмотрите. Хочется обязательно сказать, что подписывались на итальянский фан-клуб, ссылка на него тоже будет в описании. Вот. Поэтому, друзья, итальянцы тоже молодцы и красавчики. Голос просто потрясающий, мне очень понравилось. Супер, а я ее потом напевал, я после того, как ее монтировал, она мне потом несколько дней играла в голове. Это какой-то тоже феномен. Песня о Димаше, да, поет вроде не Димаш, а песня все равно такая цепляющая. Раз мы затронули тему передач на нашем канале, хочу также рассказать и про передачу о природе Казахстана.
которую мы долго анонсировали, и долго зрители ее ждали. Связана эта передача с тем, что, как вы знаете, Димаш начал работу над своим первым сольным альбоме на казахском языке. И мы подумали, как было бы здорово вместе с Димашем вдохновиться природой Казахстана. И поэтому, я думаю, будет серия фильмов о природе. Поэтому присылайте места, которые вы считаете должны обязательно попасть в следующий фильм. Я очень большое количество мест, которые присылали, видел в комментариях, поэтому я тебе сейчас прочту комментарий от сложного ника не буду даже пытаться, но в общем просят передать огромный привет Эрику Ерболу Газизову от его первой супруги Веры. Спасибо. Слушай, это мне напоминает действительно уже такое даже радио. Обычно в радио, помнишь, очень часто люди дозванивались в прямой эфир и передавали друг другу приветы. Вот, поэтому я думаю, что стоит и нашим друзьям тоже предложить эту рубрику. Если у вас есть желание передать кому-то привет, напишите нам в комментариях, либо на наш номер WhatsApp, и мы в следующем эфире обязательно этот привет передадим. Лучше в комментариях, потому что если вы видите в нашем новом стиле, вот здесь вот внизу постоянно появляется чей-то комментарий. Вот можете попасть в счастливчика, в одного из счастливчиков. Кстати, тут еще комментарий, который я хочу прочитать. Данияр Мертаев. Почему Александр за двоих отдувается? Куда пропал Иван? Вот, отвечай теперь. А я не пропал, я здесь. Все в порядке, не переживайте. Ладно, друзья, пришло время заканчивать нашу беседу. Не забывайте писать комментарии, передавать приветы и подписываться на наш Инстаграм. У нас там тоже всегда очень много интересного. А мы увидимся в следующем выпуске. До свидания, до новых встреч. Пока. Пока.